Приветствую вас, мои ласточки. С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладное я». Сегодня видео для тех, кого недолюбливают подруги и мужья. Вот прям для вас. Вы очень прозорливы, у вас достаточно хороший, трезвый взгляд на жизнь. Вы очень хорошо видите, где черное, где белое, где правильно, где неправильно. Вы хорошо разбираетесь в людях или ориентируетесь в бизнесе. Вы всегда говорите правду, и вы принципиальны. Но вас не ценят. Вот вы хотите изо всех сил помочь человеку стать лучше. Вы пришли ему и сказали: что ж ты, Вася, косячишь? Или: Маша, куда тебя понесло, куда ж ты прешься, он же придурок, зачем ты к нему идешь на свидание? Он же ненормальный. А вам говорят: да пошла ты. Че ты лезешь? Ты мне завидуешь. И не любят они вас. Они начинают уклоняться от встреч с вами, они начинают быть неблагодарными, они начинают на вас злиться, ставить палки в колеса. Короче говоря, общение сводится на нет или превращается в сплошные разборки. Особенно если это в семье, когда вы пытаетесь мужа изо всех сил улучшить, а он, гад, сопротивляется. Это действительно может привести к разводу. И возникает вопрос: а что делать? Почему так происходит? Почему они меня не любят? Давайте начнем с вас. Правду рубите вы. Говорите, таких на работе, кстати, не любят, очень сильно, очень часто им подсовывают неприятную работу, делают крайними во всех ситуациях, подставляют всячески. И вот как избежать этого? Ну вы же видите, человек косячит. Вы приходите и честно говорите: а вот там Петя накосячил, Петя бяка, лишите его премии, как так можно? А вам говорят: слышишь, закрой рот, пойди сделай Петину работу, а премию получит Петя, а ты получишь шиш. И за сверхурочное тебе никто не заплатит. И вот вы постоянно находитесь в состоянии пострадавшего. Вы вроде как правильная, но пострадавшая. И вот что с этим делать? Давайте начнем, откуда ноги растут сначала. А ноги растут из детства. Когда мы застреваем психологически, где-то между окончанием детства, когда мы понимаем: вот это наш мир, это наши правила, это так мне нравится и так для меня хорошо. А это мир других людей: мамин, папин, бабушкин, дедушкин, воспитательницы в детском саду, там, я не знаю, девочки из соседнего подъезда, с которой вы играете на площадке в песочнице. У каждого своя правда. У каждого свое представление о том, что хорошо, что плохо. Вы не знаете, что у вас в голове, но дети всегда лезут навести порядок в чужой песочнице. Им всегда виднее на расстоянии, потому что у себя они еще не научились наводить порядок. Именно для этого и есть подростковый возраст, для того, чтобы понять, разрушить все, что нагородили родители и рассказали, как правильно, и понять, что, конечно, я разваляла, теперь бы надо подстроить. И вот потом мы начинаем в конце подросткового возраста, мы начинаем строить. Но когда мы всем говорим правду: у тебя там бяка, у тебя там это, у тебя там платье порвалось, у тебя стрелка на колготках пошла, куда ты поперлась, а у тебя штаны не глаженые, что ты на свидание пришел, мы начинаем обращать внимание на мелочи и недостатки. Мы не говорим людям ничего хорошего. Мы постоянно тычем их, как слепых котят, носом в миску с молоком. Мы думаем, мы их кормим, а мы им причиняем зло. Потому что никому не хочется чувствовать себя беспомощным, никому не хочется быть дураком. Мало того, у кого-то может быть не столько ума и способностей, сколько у вас. Не столько опыта, не столько знаний для того, чтобы сделать иначе. Он делает как может. Он живет свою жизнь так, как считает правильным. А когда вы приходите со своими правилами в его жизнь, вы там порядка не наведете. Вы, к сожалению, можете все разрушить, как слон в посудной лавке. Потому что то, как он живет, это его шаткое равновесие. Вот он балансирует изо всех сил, старается, хочет навести там порядок, как он понимает этот порядок. А вы пришли, разваляли все пасочки и сказали: фигня, и ушли. Потому что инструкции, как навести порядок так, чтобы ему хорошо было, а не вам правильно, вы не дали. Вы не посочувствовали его боли. Вы не поняли его мук. Может быть, у него сложный выбор стоит перед ним. А может быть, он не решается поставить себе смелые цели. А может быть, ему мотивации не хватает. А может быть, веры в себя банально не хватает для того, чтобы замахнуться на большее. А вы ему режете свою правду матку. Зачем вы ему в этом случае нужны? Вы для него враг. Он и так знает, что хреново. А вы пришли и еще громко об этом всем рассказываете. Конечно, вы будете врагом. Конечно, вас будут не любить.
Конечно, вас будут выгонять из любого общества и рассказывать вам: мы тебя не хотим видеть, иди отсюда. Где вы останетесь в конечном итоге? Одинокий ребенок, плачущий на детской площадке. Мама, меня никто не любит. А мамы уже нет. Все, вы уже и мама, и папа, и песочница, и другие дети, вы себе уже все в этом мире, вы сами. Выбор за вами. Либо вы признаете, что у каждого есть своя правда. Не тратите силы для того, чтобы навести порядок в чужой жизни, а начинаете наводить порядок в своей жизни. Даже если у вас все зашибись, все хорошо, всегда есть что улучшить. Улучшайте свою жизнь. Тогда другие люди будут смотреть: ох, ё-моё, какой класс у нее. Я тоже так хочу. И будут сами приходить к вам за советом, за помощью, будут обращаться за поддержкой, потому что вы это умеете и имеете. У вас есть чему поучиться. А не вы пришли: у меня у самой бардак, но я пришла тебе рассказать, как тебе полы мыть надо, а у себя я хожу по белому полу чистому в грязных сапогах. Сойдет. Коню ясно, вашим советам никто не будет верить. Но когда вы четко понимаете, что вам важнее вы сами, другим людям вы становитесь тоже интересны. Мало того, вы не тратите свою энергию, у вас до отвала есть энергии для того, чтобы улучшать свою жизнь. Подумайте в следующий раз, перед тем, как рассказывать кому-то, что у него не так, все ли так у вас, все ли у вас хорошо, все ли вы себе сделали. И в первую очередь сделайте себе. И тогда радости, счастья, интереса, любви, комфорта в вашей личной жизни станет больше. И тогда людям с вами будет интереснее. И тогда они будут не сторониться, а тянуться к вам, потому что вы для них будете как солнышко. Я надеюсь, мой совет изменит вашу жизнь к лучшему. Всего вам доброго. Ставим лайки. И до встречи, мои ласточки, в следующих видео. С вами была Алла Касаткина и проект «Ладная я».